Здравствуйте, дорогие гости! Я рада, что вы заглянули на канал Татьянин день. На календаре 20 декабря, а это значит, что отмечается народный праздник Амбросимов день. В церковном календаре это день почтения памяти святого Амвросия, епископа Медиаланского и преподобного Нила Столобенского, новгородского чудотворца. Другие названия праздника – Абросим, Амвросий, Нил Столобенский. Амвросий Медиаланский родился в IV веке в Италии в семье знатных христиан. Получив хорошее образование, стал управляющим нескольких провинций в Милане. Повышая свое образование, начал работать адвокатом, а затем и советником префекта. В 374 году прошел крещение и занял пост епископа. Всю жизнь свою святой Амвросий посвятил борьбе с языческими идолами и арианством. Многим оказал помощь в принятии христианской веры, а полученное образование помогало ему избегать вражды и недопонимания. Народ поклонялся сразу двум святым в этот день. В этот день чтили память Нила Столобенского. По преданию, он родился в конце 15 столетия в Новгородской земле. Подробностей о нем сохранилось крайне мало. Еще в юношестве принял монашеский постриг с именем Нил в честь преподобного Нила Постника. Через некоторое время покинул монастырь и перебрался в построенную им келью, в которой прожил отшельником 13 лет. Затем отправился на остров Столобный, на озере Селигер, где прожил в одиночестве еще 27 лет. Преподобный Нил прославился даром чудотворения, усердными молитвами и строгим аскетизмом. Долгое время после обретения веры он вел отшельнический образ жизни. Крестьяне, прознав о нем и его священной силе, стали ходить к нему за посвящением и советом. Остаток жизни он провел в пещере, ведя аскетичный образ жизни. Преподобного Нила Столобенского просят о помощи одолеваемые унынием и ленью, о защите от воров и пожара, от природных стихий. На Руси этот день традиционно накладывал запрет на увеселительные гуляния, вплоть до Рождества Христова. Так как больше никаких крупных праздников не было, Амвросимов день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. Преподобный Амвросим 40 праздников отбросил, приговаривали наши предки. С Амвросия уже потихоньку начинали готовиться к Рождеству. Женщины убирались в доме, меняли занавески, подметали, проверяли заготовки. Мужчины резали свиней и кур, коптили рыбу, сало и мясо. Амвросий у Николы погостил, душу девкам веру заронил, не за горами святки, говорили в народе. В этот день девушки принимались за шитье, на грядущее житье, готовили себе приданное. Красная щелчинка по серебряному полю снует, девка на житье шьет. Любовались родители мастерицами, существовало поверье: чем красивее будут наряды, тем быстрее на них обратят внимание женихи, и тем быстрее девушка выйдет замуж. Запретом дня считалось следующее: не разрешалось мыть голову, а также расчесывать волосы. Этот запрет касался только девушек. В противном случае у них будут путаться все мысли, из-за чего боялись, что можно допустить серьезную ошибку. Девушкам не давали заниматься работой по дому. Считалось, что этот день они должны посвящать себе. Женщинам разрешалось готовить только по собственной прихоти. Также они должны были надевать самое красивое платье и весь день молиться святому Амвросию, чтобы притянуть себе жениха, а также к нему обращаются за помощью о вразумлении сектантов и неверующих в нужде и болезнях, особенно детских. Святой Амвросий при жизни всегда боролся с язычеством и старался защищать всех людей, а потому в этот день святому читают заговор, защищающий от дурного предчувствия и опасности. 20 декабря именины празднуют Григорий, Антон, Петр, Михаил, Галактион,
Павел, Сергей, Лев, Игнатий, Иван. Если человек родился 20 декабря, то он будет мастером на все руки, а если речь идет о женщине, то она будет прекрасной рукодельницей. Люди, рожденные 20 декабря, как правило, имеют свое собственное мнение по вопросам своего здоровья и медицины в целом. Они уверены в том, что знают о своих недугах и могут предложить лучшее лекарство. И все-таки им нужно посоветовать внимательнее присмотреться к своему организму и не пренебрегать визитами к терапевту и дантисту. В плане диеты рожденные 20 декабря тоже выступают весьма осведомленными личностями, однако в конечном счете главное, чтобы еда была вкусной и питательной. Умеренные физические упражнения не возбраняются, однако не состязательного характера. Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик. Основными приметами дня были: если дует порывистый восточный ветер, к продолжительным холодам, кошка тянется к воде, много ее пьет, к холоду, зима холодная, лето жаркое, зимнее тепло, летний холод, снег плотный и мокрый, к влажному лету, сухой и легкий, к сухому. Солнце заходит в облака, к снегопаду, солнышко окружено туманом, будет пурга. Считалось, если стоит ясная погода, жди скорых морозов, если собака валяется в снегу, грядет метель. А я благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, то ставьте класс и подписывайтесь на канал Татьянин день. Ваша подписка – это огромная мотивация для меня. И до скорой встречи!